Приветствую всех у себя на канале, с вами Дориан Корнет, а сегодня вы узнаете о том, как сделать красивую шапку и аватарку в 2D стиле, правильно ее обработать, правильно подобрать цвета, работать с текстом и так далее. Не забудьте поставить лайк перед началом этого видео, чем больше лайков, тем больше видосиков, и также, если ты первый раз на канале, не забудь подписаться. Ну и приятного, конечно, вам всем просмотра. Погнали! А если ты хочешь стать стримером, либо тебе нужна крутая программа для записи видео, тогда Streamlabs OBS для тебя подходит идеально. В этой программе уже все настроено. В описании будет прямая ссылочка на скачивание этой программы. Заходите, скачиваете, и зайдя в программу, у вас будет сразу же встроенное оформление в вашу программу, а это именно более 1000 разных тем и оформлений для вашего стрима и для ваших видео. Там будут встроены донаты, и вам не придется настраивать Donation Alerts. Более того, для стримеров очень удобная штука, а именно встроенный чат и встроенное управление стримом. Вы можете сделать все, не выходя из программы и не скачивая любые другие программы. Более того, эта программа работает до 20% лучше, чем обычный OBS или XSplit. Поэтому, если у тебя не самый мощный компьютер, эта прога также подойдет идеально. Ссылка на скачивание данной программы находится в описании. Заходите, скачиваете, устанавливаете, логнитесь и начинаете стримить или же записывать видео. Там можно делать и то, и то. Это довольно удобно. Ссылочка опять же в описании, а мы не будем медлить. Да, еще один туториал по созданию шапки, аватарки, либо чего-то еще, но мне, нравится придумать разные стили, придумать какие-то разные обработки, тем более вы постоянно этого просите. Неважно, сколько у меня видео на эту тему, вы постоянно пишете в комментариях, что надо, сделай еще, поэтому ловите еще один туториал по созданию крутой шапки и аватарки, но уже в 2D стиле и с крутой цветовой обработкой. В общем, вы сами впереди разберетесь и поймете, что и как. То, что вы видите сейчас на заднем плане, это просто пример моего старого туториала, ссылочка на который будет в описании. Но сегодня мы сделаем нечто другое, нечто по-настоящему крутое, что, возможно, вам понравится. Неважно, ты шаришь в фотошопе, либо не шаришь вообще, ты сможешь повторить примерно то же самое, что я сделаю сегодня, и сделаешь это, мать его, круто. Поэтому не будем медлить, и наша задача проста, а именно открыть Photoshop. Открываем. Итак, вот он, наш любимый Photoshop. Что же нам нужно сделать в самом начале при создании шапки? Нам нужно разметить территорию, на которой мы будем создавать нашу шапку. Размер шапки должен быть 2560 на 1440. Если вы сами не знаете, как сделать такие рамки, либо же вам просто лень, вы можете воспользоваться гуглом. Просто вбиваете YouTube Background Template, скачиваете вот такую вот заготовочку, загружаете прямиком к себе в Photoshop, и у вас уже будет все размечено. Теперь нам нужно определиться с тематикой, но, допустим, опять пускай это будут игры. Особо тематика не важна, вы сами подстроитесь под свою тематику. Давайте загрузим, например, какой-нибудь бэкграунд. Мы будем работать в темных цветах, но потом поверх обработаем все в более таких ярких, красивых оттенках. Будем работать в красном и синем цвете. Начнем с выбора бэкграунда. Итак, я вбил background dark, выбрал цвет черный и размер картинок большой. Так, допустим, нашел фотографию леса. Я ее загрузил. Мы ее немножечко по размерам подгоним, переместим. Пускай примерно будет вот так. Теперь нам нужно добавить персонажей. Без персонажей никак. Самое простое, что можно сделать, чтобы найти любого персонажа, это вбить, например, там Games PNG. Таким образом, вы сможете найти разные вставочки из игр. Будь то, например, такие вставки, либо любые другие вставки из любых игр, либо же, если вы делаете не по играм, находите какие-нибудь вставочки, которые относятся именно с вашим контентом. Не обязательно он должен быть именно игровым, я просто выберу именно из игр. Итак, наш фон нужно сделать потемнее, чтобы он не сильно выделялся. Зажимаем Ctrl и нажимаем русскую Г. У нас влазит настройка цветовой тон насыщенность. Здесь мы ярко сделаем на минус 50. Далее, нам нужно добавить надпись. Вся обработка будет дальше. Пока что начнем с самого простого. Пишем наш никнейм. У меня это Дориан Корнет. Но нам нужно подобрать также какой-нибудь хороший шрифт. Если вы не знаете, где найти крутые шрифты, ссылочка на мое видео про самые крутые шрифты для фотошопа и так далее будет также в описании. Более того, кроме этого, в том видосе есть ссылочка на 2 косаря шрифтов, которыми лично я пользуюсь. Они довольно крутые. Итак, подгоняем примерно по размеру нашу надпись.
Итак, давайте нажмем Ctrl и английскую A. Теперь мы можем нажать на эту кнопочку, и наш текст переместится ровно посередине. Давайте зайдем в этот текст. Он уж слишком какой-то розовый, некрасивый. Нам это не подходит. Итак, я подобрал примерно такую обработку текста. В тиснении ставим настройки глубины на 200%, размер на 10%, смягчение 0. Внутренний скос и плавное. Остальные настройки, в принципе, можно поиграться. То же самое, что и с цветами. Допустим, завязать белый или уже на ваше усмотрение синий. Внутреннее освещение ставим опять же белым цветом. Режим наложения прикрытия. Непрозрачность сотка. Шум 0. Здесь примерно 0. 13. Короче, примерно такие настройки. Глянец у нас выглядит вот так. Можете поставить видео на паузу и просто скопировать эти настройки. И наложение градиента, а не наложение цвета. Здесь, нажав на градиент, я нажал вот сюда и изменил наш цвет на любой, который вам подойдет. Я выберу ярко-синий. Здесь мы также выберем еще один цвет и его тоже настроим уже на более темный цвет. Таким образом у нас получается вот такой вот плавный переход от более яркого такого голубоватого к более темному синему. Выглядит довольно хорошо. Также врубаем инверсию, чтобы у нас был именно переход от яркого синего к более темному. И в принципе все, именно обработка текста пока что капут. Далее мы просто копируем этот текст, переносим его вниз и пишем вторую часть моего никнейма. Это Carnet. И опять же, нажав Ctrl и английскую A, нажимаем вот сюда, и таким образом наш текст помещается посередине. Теперь давайте нажмем на нашего персонажа, желательно на того, кто у нас слева. У меня это вот такой вот пацанчик. Нажмем на него, сделаем опять же внутреннее свечение, но не белого, а такого красноватого цвета. Также нажмем теснение и поставим его тоже примерно на таких вот настройках. Далее добавим тень, чтобы тень была. Когда есть тень, все-таки, как я говорил, персонаж выделяется намного лучше, хоть этого особо и незаметно. Теперь нажимаем PKM, скопировать стиль слоя и накладываем такой же стиль слоя на бабу, которая находится справа. Но меняем наложение цвета и цветастость на не красный, а уже на такой синеватый, что ли. Далее мы нажимаем создать новый слой и еще раз создать новый слой. Выбираем один из слоев, неважно какой это будет. Здесь выбираем цвет, опять же, ярко-красный. Выбираем у нас большую кисть. Размером делаем ее поболее. А жесткость минимальную. И нажимаем где-нибудь слева. Вот так вот. Скажете, что за фигня, это же полная дичь. Но ничего страшного. Выбираем режим наложения мягкий свет. И непрозрачность ставим где-нибудь на 20%. Перемещая вот эти все наши слои пониже. То же самое делаем на втором слое, который мы создали, только уже опять же синим цветом, а не таким красным, как здесь. Далее, в плане текста. Выглядит он корявенько, поскольку, ну, видите, слева красный, справа вроде бы синий, но этого здесь нету, это особо не отражается на тексте. Из-за этого выглядит он странновато. Давайте поменяем градиент нижней нашей надписи на красные цвета. Далее важно определиться, четко ли вы написали все надписи, которые вам нужны. Если вы все четко написали, зажимаете Ctrl, выбираете оба текстовых слоя, нажимаете PKM, рестрировать текст. И теперь нажимаете PKM, объединить слои. Теперь это у нас единый такой вот текст. Мы помещаем его в самый низ, под наши все эти обработки какие-то и так далее. Поместив текст в самый низ, я нажму Ctrl и опять же русскую G. Здесь мы сделаем яркость побольше, насыщенность сделаем поменьше, и уже тут цветовой тон мы немножко поперемещаем, немножко поигравшись с цветами. Теперь мы копируем наш текст и перемещаем его вот примерно вот так вот. Берем наложение цвета. И наложение цвета делаем просто таким вот темно-серым, что ли, чтобы его было заметно на нашем фоне, но он особо сильно так в глаза не бросался. После этого вбиваете в поиск splatter PNG и выбираете какие-то рандомные сплаттеры, которые лично вам нравятся, и перемещаете их за ваших персонажей. Я возьму один и тот же сплаттер и перемещу его налево за этого персонажа. Просто нажму опять же Ctrl и русскую G и поменяю цвет на красный, чтобы это выглядело примерно вот так вот. Давайте вобьем еще Flare PNG и выбираете опять же любой блик, который вас интересует. Закидываете его на вашу работу и помещаете куда-нибудь, например, прямо за вашего персонажа слева. Я просто скопирую его и перемещу еще и за персонажа справа. Теперь видно четкое свечение справа, четкое свечение слева.
А если вы хотите сделать так, чтобы свечение посильнее отражалось на вашей надписи, вы создаете новый слой, выбираете кисточку, делаете ее опять же огроменной и рисуете что-то вот такое, например, где-нибудь здесь. Но делается это не просто так. Вы нажимаете ПКМ, создать обтравочную маску. После этого мягкий свет, чтобы здесь это отражалось. Но не хватает еще чего-то. Цветокоррекции. Да, цветокоррекция всегда тащит, и даже самые плохие работы она вытаскивает на новый уровень. Вводите на YouTube Photoshop CC Pack, и здесь будут наборы хороших крутых цветокоррекций, если вам лень делать их самим. Вы можете вводить так, как на YouTube, вы просто сможете сразу это просмотреть на YouTube, либо же вводите это в ВК, либо же опять же в Гугле. Вводите, скачиваете любую интересующую вас цветокоррекцию и загружаете к себе в родной Photoshop. Но опять же, маловато всего. Давайте добавим еще парочку разных плюшек. Например, я вбил Triangle PNG, то есть треугольник PNG. Скачиваете опять же любой треугольник, который вас интересует, и загружаете его в ваш Photoshop. Загрузив этот треугольник, подгоняете его по размерам. Сделайте его желательно поменьше, чтобы он совсем не бросался в глаза. Вы можете его всячески перемещать. После этого нажимаете Ctrl и опять же русскую Г и меняете цвета, в зависимости от того, где какой цвет вам больше нужен. И уже смотрится более круто, более неоново. Знаете, что здесь смотрелось бы намного круче? И что на самом деле самая плохая часть этой работы? Это текст. Если бы текст у нас был 3D-шный, а не 2D-шный, он бы смотрелся куда лучше. Потому что к такому неоновому, что ли, отчасти стилю работы, намного лучше бы подошел именно 3D-шный текст. Допустим, вот что у нас получилось. В принципе, выглядит хорошо. И опять же просто добавил немножечко огня, введя Fire PNG, и уже конфетка, а не текст, просто конфетка. Допустим, вот как шапка будет выглядеть. Использую я, например, только белый цвет. Я просто сделал те же самые обработки. Сделал заново текст, но уже белым, и сверху накинул немножечко синевы справа и красноты слева. Выглядит, довольно хорошо. Скажите, блин, чувак, туториал же по созданию шапки аватарки. Где создание аватарки? Я каждый раз говорю, самый простой способ сделать аватарку, это сделать просто надпись, например, DK. Если у вас ник состоит из двух слов, делайте надпись побольше, покруче, ставите ее посередке вашей шапки. Не забывайте зайти в стиль слоя и сделать у нас парочку каких-то эффектиков или чего-то еще. И берете, выбираете рамка, инструмент такой, и выделяете это вот место. И старайтесь подобрать четко все по дюйму. Видите, там справа снизу ширина, высота. Подбираете так, чтобы примерно все совпадало. И тогда ваша аватарка будет смотреться очень даже хорошо. Вот такая аватарка у нас, например, сейчас получилась на скорую руку. Особо ничего не настраивая, не добавляя эффекта справа-слева и так далее. Она будет выделяться на YouTube, ее будет хорошо видно на YouTube. Поэтому вы просто берете и сохраняете все, что вам нужно. Я же оставлю мою шапочку. И оставлю просто вот эту шапку, которую мы сделали. Итак, это конец видео. Да, это получился довольно простой туториал, но почему бы и нет. Я думаю, кому-то он будет полезен. Кто не разбирается в фотошопе, либо же просто людям, которые хотят себе простую 2D-шную, не напрягающую ваши мозги и ваши ручки шапочку. Если вы досмотрели видео до самого конца, пишите в комментариях слово «шапка», и тогда я пойму, что ты реально крутой чувак, который смотрит мои видео до самого конца. Более того, у тебя появится шанс попасть с начала моего нового видео в топ-комментарий. Да, топ-комментарий, и снова вернуться уже со следующего видосика. Так что с вас комментарий со словом «шапка». Лайк, если вы почему-то лайк еще не поставили. Чем больше лайков, тем больше видосов. Вот будет много лайков уже завтра, или послезавтра, или послезавтра. Короче, в течение этих 3 дней будет новое видео. Так что с вас много лайков, комментарии и, конечно же, подписка на канал, если вы этого еще почему-то не сделали. Не забывайте скачивать Streamlabs по ссылочке в описании. Это реально топовая и крутецкая программа для стриминга и для записи видео в целом. Ссылочка есть в описании, скачивайте по ссылочке в описании, и все у вас в ажуре круто, офигенно. Да, с вами был Дориан Корнет, увидимся в крутых и, надеюсь, очень крутых видео. Слева прикольный видосик, и справа прикольный видосик, а посередине кнопочка, которая позволит тебе подписаться на мой канал.
Адьос, амиго.